Всем хай! В этом гайде я вам расскажу про игру Subnautica. В нем я расскажу все, что нужно знать о начале игры, развитии вашей базы и исследовании подводного мира. Мы разберем все аспекты от создания... Всем хай! В этом гайде я вам расскажу про игру Subnautica. В нем расскажу все, что нужно знать о начале игры, развитии вашей базы и исследовании подводного мира. Мы разберем все аспекты игры, от создания предметов и снаряжения до поиска редких ресурсов и избегания опасных подводных существ. Подготовившись, вы сможете покорить глубины планеты 4546b и раскрыть ее подводные тайны. 4 кнопки. Играть, настройки, создатели, выход. Я думаю, вы понимаете значение их, и поэтому начнем же кнопку «Играть». Так, и мы можем, после того, как нажали кнопку «Играть», либо зайти в тот мир, в который мы играли, либо создать новый. В данном случае мы создадим новый. У нас есть 4 режима игры. Креатив, где вы не можете умереть, у вас нету ничего, вот, что вам может навредить. И вы можете делать все, что угодно, у вас бесконечные ресурсы. Хардкор, где есть кислород, жизни, вода, еда и усложненность. А также, если вы сдохнете, то вы не сможете зайти в игру. Свободный режим — это просто у вас есть, единственное, что вам может помешать, это уровень жизни и кислород, а также выживание, стандарт. У вас есть кислород, жизни, вода, еда, самое стандартное. Выберем этот режим. После у нас начинается экран загрузки, на который виден наш корабль Аврора, который горит и падает на планету 4546b. Сейчас я вам покажу кат-сцену, как это происходит. Вот, как мы оказались же все же на планете 4546b. Стартуем. Так, нас просят нажать на любую кнопку, поэтому я нажму. Launch in 3, 2, 1. Ну что ж, вот мы начинаем спавниться, и у нас прилетела железяка, вот, от разломанной части второстепенной системы нашей капсулы. Вот, и поэтому мы отключились. Проснулись через часов 6-8, и вот, у нас пожар. Нам надо взять огнетушитель, вот, и на правую кнопку мыши тушить. Тушим пожар, и после того, как мы потушили его, вот, у нас сразу же появляется наш планшет КПК. Он поврежден, и чертежи в нем тоже повреждены. Нам надо будет ползать по дну и искать фрагменты. Вот, у нас КПК загружен в аварийном режиме. Нам очень повезло, что у нас легкая травма головы, вот, от данного удара. Вот, что мы видим? КПК можно открывать, закрывать на кнопку Tab. У нас виден инвентарь и меню снаряжения, где мы можем увидеть наш костюм, 2 разъема для модулей разных, кислородный баллон, перчатки, ласты и на голову. Вот также у нас есть вкладка чертежи. Это стандартные, те, которые у нас есть доступны. Также у нас есть следующая вкладка управление сигналами. Вот, сигналы, когда мы отплываем, то мы можем видеть вот эти сигналы, сколько метров до них осталось, вот, чтобы доплыть, например, до спасательной капсулы. Мы можем выключить, включить сигнал и поменять цвет. Всего цветов 5. Дальше, фотоальбом. Он у нас пустой, но нажимая на F11, он у нас сохраняется в КПК. Открываем КПК, фотографии, вот. Также мы можем отсканировать фрагмент фоторамки, взять и повесить на базе. Дальше голосовой журнал, то, что нам говорит КПК.
при собирании других КПК нам будет доступно это. И база данных. Типа, что мы получали, мы можем читать. Например, база данных чертежей. Вот. Вот. Ну что ж, у нас есть аптечка, которую мы можем взять и захилиться в инвентаре. Вот. Также мы можем посмотреть, что тут в хранилище у нас. Вода, еда, сигнальные ракеты. Мы можем открыть инвентарь и на левую кнопку мыши попить, поесть. Также взять сигнальную ракету и нажать от 1 до 5, чтобы привязать ее к слоту быстрого действия. Вот я привязал к 3. Вот она, сигнальная ракета. И когда мы берем какой-либо предмет первый раз в руки, то у нас будет проигрываться анимация. На правую кнопку мыши мы активируем и кидаем. И он у нас куда-то улетел. Неважно. У нас капсула задымилась. И вот, внимание, проверка контуров неудачно. В общем, радио не работает, ничего у нас не работает. У нас только аварийные системы. Второстепенные недоступны. Вот. Выходим через верх и видим еще более-менее целую Аврору. Вот. Также мы можем наблюдать птиц и небольшие участки воды, которые выпирают. Эта игра, вернее мир, почти полностью затоплен водой. Прыгаем в воду и можем видеть разные растения и рыбы. Например, пескун. Самая простая и стандартная рыба, которую можешь приготовить в изготовителе. Также у нас есть рыба-пузырь. Из нее мы можем сделать воду, вот, либо же также сделать еду. Мы можем заметить кислотный гриб, он нужен для создания батареек. А батарейки нужны для создания разных инструментов. Также у нас есть из интерфейса не только от 1 до 5 слотов быстрого действия, так и шкала кислорода, жизни, еды, воды. Они у нас восполнены, вот, потому что мы поели, попили и заиспользовали аптечку. Поэтому давайте откроем изготовители, найдем, нажмем, и вот, мы можем приготовить воду, еду. Вот, также ресурсы, основные материалы вы можете сами ознакомиться с ними в игре. Вот. У нас из стандартных доступны, из важного, то, что нам надо очень, ласты, обычный кислородный баллон, также еда, вода, батарея, медный провод. Из инструментов нам очень нужен сканер, ремонтный инструмент также нам нужен и нож. Давайте пойдем добывать ресурсы. А как же нам добывать ресурсы, вы скажете мне? А все очень просто. Давайте же прыгнем в воду, и я вам покажу, где можно добыть. И ресурсы можно добыть, например, титан из металлома, 4 штуки можно. Также можно поискать выступы известняка. Давайте найдем. Вот нам игра показала, где он. Давайте пару разиков нажмем на левую кнопку мыши и подберем. Нам выпала медь. Медь нужна очень сильно, так же как и титан, на начальных уровнях игры. Да и не начальных. Вот. Давайте же еще поищем, потому что одного титана и одной медной руды, а также металлома нам недостаточно. А еще вот, нам сказано плыть к поверхности. У нас очень мало кислорода, поэтому мы можем прямо сейчас утонуть. Вот, у нас в глазах темнеет, 0 кислорода, но нам дается еще время, пока не потемнеет полностью. Благодаря этому я успел выплыть и не потерял часть инвентаря. Да, при смерти и выживании мы можем потерять часть инвентаря. Поэтому нежелательно умирать от голода, от недостатка воды, а также от недостатка кислорода, потому что нам будет очень плохо. Давайте сделаем ресурсы. Вот, титан 4 штуки из металлолома. Наш волшебный изготовитель смог достать нам титан. Так, это я вырезаю и буду делать ножик. И
И также, если ты находишься в каком-либо транспорте, они могут атаковать твой транспорт. Например, мотылек. Мотылек это самый первый из доступных транспортов. Вот, не считая глайдера. Хотя глайдер я не думаю, что может считать за транспорт. Давайте сделаем батарею, потому что у нас есть кислотные грибы. А также сделаем силиконовую резину из гроздей семян водорослей. Из одной гроздинки мы сделали 2 силиконовые резины. Также мы можем сделать сканер и нож. Давайте сделаем нож, потому что он нам очень нужен. А также сделаем сканер. Благодаря сканеру мы можем сделать самосканирование, ведь мы скоро заразимся через несколько суток болезнью Хара. Чтобы самосканироваться, зажмите F. Вот. Пока в норме, но я буду заражен. Также можно к разным растениям подплывать и зажимать правую кнопку мыши. Вот. После мы можем нажать Tab и посмотреть. Вот у нас доступна местная форма жизни, растительный мир, используемые кислотные грибы. Также мы можем не только это сканировать. Мы можем разные чертежи сканировать. И для разных вещей достаточно одного чертежа, а для некоторых от 2 до 3 чертежей. Вот. Но это не считается циклопа. Там 3 части циклопа, и для каждой части надо 3 вещи. Чтобы у нас работали вспомогательные системы, нам надо сделать ремонтный инструмент. Для ремонтного инструмента нам надо пещерная сера. Пещерная сера находится в пещере. Но будьте аккуратнее, ведь в пещерах рыбы-камикадзе обитают, которые могут выплыть к вам и быстро подплыть к вам. Да, они очень быстрые, но капец какие неповоротливые. Смотрите, что это же тут стоит? Это же рыба-камикадзе. Она на нас сагрилась. Плывем. Пока мы слишком медленные, и вот. Там нельзя было нормально повернуться, и она нас заатаковала. Но она всего лишь чуть-чуть нас задела. Аккуратнее, кислорода недостаточно. Нам нужен кислородный баллон, ведь 45 секунд недостаточно. Вот, кстати, и пещерная сера находится в гнездышках рыб-камикадзе. Вот, давайте же отсканируем. Это серовик. Я так понимаю, растение, в котором находится, как яйцо, рыба-камикадзе. Наверное, как в фильме «Чужой». Так, давайте залезем. И у нас кончается энергия потихоньку, потому что у нас солнечные батареи стоят, а ночью их нету. Так. Давайте же сделаем ремонтный инструмент и наконец-таки починим второстепенные системы нашей капсулы. Зажимаем правую кнопку мыши и чиним. Достаточно быстро чинится. Вот, и все. Свет, откачка дыма. Все работает, все в норме. Также в базу данных добавлены первые сканирования. По ней 45-46B. Так. Ну что ж, это первая часть видеоролика подходит к концу. Напоследок я вам скажу, что полезные несколько советов. Во-первых, не бойтесь рыб-камикадзе. От них надо просто увернуться. От одной рыбки вы не умрете. Также надо искать ресурсы и опасаться сталкеров. Ну что ж, думаю, наш видеоролик гайд подойдет к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. После того, как будет какой-нибудь актив, например, 2 лайка, 3 лайка на видеоролике, то я выложу следующую часть. Также я вам хочу сказать, что надо починить также радио. Потому что после того, как мы починим, мы сможем нажать левой кнопкой мыши и отправить сигналы бедствия. И за нами прилетит помощь. Будут поступать сигналы бедствия от разных капсул, которые раскиданы. Вот. С людьми. Также будет сказано, где будет встреча с людьми. Вот. И будет показан маркер.